Всем салют, вы на канале Дема Клюшка Чувак. Сегодня мы поговорим про Клима Костина, про молодого российского хоккеиста, который в раннем возрасте уехал в НХЛ, потом вернулся в КХЛ, чтобы набраться все-таки опыта и попробовать снова закрепиться в лучшей лиге мира. Давайте узнаем про его путь, как он долго к этому шел и где он сейчас, какие у него перспективы и тому подобное. Перед этим не забудьте подписаться на канал и поставить лайк на это видео. Также в описании ссылка на телеграм-канал, который мы активно ведем. Подписывайтесь, а мы начинаем. Клим Костин – российский хоккеист, родившийся 5 мая 1999 года в городе Пенза. Он начал свой хоккейный путь в родном городе, присоединившись к местной хоккейной команде. Но уже в 12-летнем возрасте Клим перебирается в Москву, где был принят в хоккейную школу столичного «Динамо». Своими успехами на детском уровне Клим за 16 лет заслуживает шанс сыграть в главной молодежной лиге страны. На календаре был 15-й год, когда Клим впервые надел футболку МВД из МХЛ, аффилированного клуба «Динамо». И уже первый сезон выдался достаточно успешным. 30 матчей, 22 очка, но футболку МВД он примерит еще лишь один раз. Дальше больше КХЛ. Уже 15 сентября 2016 года Клим вышел в основном составе «Динамо». Правда, на льду удалось провести чуть меньше 3 минут. Кажется, окей, дебют, они часто бывают такими, но для Костина весь сезон сложился примерно так же. В КХЛ удалось провести лишь 8 матчей, а итог по набранным очкам 0+0. Всему виной травма плеча, которая еще не раз побеспокоит Клима в будущем. На этот раз она оставила парня без хоккея на полгода. А ведь приближался драфт НХЛ, где Костин был, наверное, главным русским талантом, если не всего 99 года, то драфта 2017 так точно. Вы, наверное, скажете, есть Коваленко, Кравцов, где же они? А они родились в конце 99 года, поэтому выбирались на следующем драфте. Несмотря на травму Клима, его под 31 номером подписывает Сент-Луис и рекомендует оперативно паковать чемоданы, ведь его уже ждут в Америке. Пока, правда, не в форме Сент-Луиса, а Сан-Антонио Реймпейдж из АХЛ. Но все же, тот драфт и вправду не был богат на имена среди российских парней. Тогда только под 31 номером был выбран первый россиянин, и это как раз герой нашего выпуска. На следующие два сезона 17-18 и 18-19 Клим плотно подвисает в АХЛ, а чтобы хоть как-то разнообразить обстановку, Костин летал на молодежный чемпионат мира каждый год. В 18-м он был просто хорош, набрал 7 очков в 5 матчах, чего не скажешь о всей нашей команде. Мы тогда улетели от США в четвертьфинале 4-2. Состав действительно был довольно скуден на громкие имена, особенно если сейчас на эти фамилии взглянуть. Зато через год в Ванкувере Клим уже капитанствовал, а Россия добирается до полуфинала, где снова уступает американцам. Но бронзу Костина вместе с командой все-таки увезли из Ванкувера. Тогда он набрал 3+3 в 7 матчах. Тогда Клим набрал 6 очков в 7 матчах. И действительно смог на широкую публику открыть свои сильные стороны. В первую очередь это, конечно же, сочетание скорости и маневренности, плюс силовой стиль игры. Я думаю, тогда, в далеком 2018 году, я был не один, кто, можно сказать, впервые увидел игру Клима Костина и дико кайфанул. Все-таки в КХЛ на тот момент он еще не успел порадовать нас своей феноменальной игрой, поэтому и не был знаком широкому зрителю, но об этом чуть позже. В следующем сезоне дебют в НХЛ назревал. Я такой: вы уверены, что это я? Вспоминает Костин. Ответ был: да, это ты. Затем довольный Клим позвонил отцу, рассказал о том, что дебют в НХЛ случится уже завтра. После моих слов в разговоре повисла пауза в несколько минут. Я спрашиваю: пап, ты тут? И отец тут же выдает: ты уверен, что речь про тебя? Представляете, он сказал то же, что и я. Вот еще одна веселая история, которая отлично говорит о том, как Костина классно и, главное, дружелюбно приняли в команде. Перед разминкой партнеры спрятали его шлем, чтобы во время традиционного одиночного проката местная публика лучше запомнила новичка в лицо. И последняя история, еще одна была такая с корреспондентами, которые хотели взять интервью у счастливого отца, но не смогли его найти. Пока не размышляли, где он может быть, их взгляд упал на мужика в бейсболке, черном пуховике и синих джинсах. Он стоял у стекла возле заливочной машины. И они говорят: он стоит как русский. Интересно, это Сергей? Дата 16 ноября
дебют Клима Костина в НХЛ. Дальше Клим забил свой первый гол. Случилось это в его фирменном стиле. Клим прошел через всю площадку, обыграл одного соперника и точно бросил из-под другого. К сожалению, это была его последняя шайба в НХЛ на следующие 1,5 года. Сначала Клим отправился доигрывать сезон обратно в АХЛ, а следующую кампанию вообще начал в Омском Авангарде. Пригласив Костина, мы усиливаем нападение нашей команды молодым и перспективным игроком. Это сказал ген-менеджер клуба Алексей Волков. И Авангард не прогадал в регулярном чемпионате КХЛ. Он набрал 18 очков в 43 матчах при показателе полезности плюс 6. А в 24 играх победного розыгрыша Кубка Гагарина Клим добавил еще 9 баллов в копилку и увез с собой кубок. А уже в начале мая Клим вылетел в Северную Америку, чтобы на радостях успеть сыграть еще пару матчей в НХЛ и с чистой совестью начать подготовку к следующему, важнейшему сезону в карьере. Костин заслужил провести свой первый полноценный сезон в основе клуба НХЛ. В итоге сезон 22-23 не стал удачным для Клима, скорее наоборот, ведь за 40 игр в НХЛ удалось набрать лишь 9 очков в Сент-Луисе. И где же, спрашивается, тот действительно скилл Клима, тот, за который его многие полюбили на МЧМ, за счет чего он классно смотрелся в чемпионском авангарде и почему ему регулярно дают шансы, а этот сезон получился таким неудачным? На все эти вопросы он ответил в сезоне 22-23 после обмена в Эдмонтон. Костин перешел в Эдмонтон в обмен на российского защитника Дмитрия Самарукова. В Эдмонтоне молодой и, несомненно, перспективный россиянин был настоящим лидером ботом 6, 3-4 звена. Силовой игрок, из его хитов за прошлый сезон можно было слепить полнометражный фильм, и что интересно, он более-менее исправно набирал очки для такой-то роли. У него за сезон с учетом плей-офф 26 очков в 69 матчах. Показатель полезности плюс 14, к тому же он был любимцем болельщиков. Помню, после этого обмена зашел в одну из соцсетей Эдмонтона и увидел сотни положительных комментариев про Костина. Но в итоге, к сожалению, по деньгам сторонам договориться не удалось, именно поэтому клуб и игрок приняли решение расстаться. Все это со слов американских журналистов. Вследствие чего Эдмонтон для разгрузки финансовой ведомости, можно сказать, бесплатно обменял Костина в Детройт. Вместе с Климом в Ред Вингс отправился и Кайлер Ямамото. Таким образом, клубу удалось высвободить порядка $4 миллионов из зарплатной ведомости за год. В результате этого обмена Эдмонтон получил так называемую будущую компенсацию. Детройт смог умерить аппетиты Клима, они выкатили ему кэп-хит в $2 миллиона, но в итоге весь период в Детройте стал действительно провальным. Снова. Все было, правда, хуже, чем в том ужасном сезоне в Сент-Луисе. Костин не получал большое количество игрового времени, да и было заметно, что того былого азарта уже не было. А что осталось стабильным, так это 2-минутные штрафы. Их в среднем примерно столько же, сколько и до этого. Это одно удаление каждые 2 матча. За Детройт Костин принял участие в 33 матчах регулярки НХЛ, в которых набрал 4 очка при 38 минутах штрафа. За всем этим последовал ожидаемый очередной обмен, призванный хоть как-то реанимировать карьеру Клима. И я скажу сразу же, эта миссия была выполнена. За 24-летнего россиянина Шаркс отдали права на защитника Радима Шимика и выбор в 7-м раунде драфта 2024 года. Клим успел провести 8 игр за Акул и уже набрал больше очков, чем в Детройте за, можно сказать, целый сезон. В составе Сан-Хосе у Костина 2 гола и 4 передачи за эти 8 матчей. Играет он в среднем минут по 15, а в последних 4 матчах Клим выходит исключительно в первом звене с Зеттерлундом и Гранлундом. Правда, успеха акулам это не приносит. Они проигрывают абсолютно всем, недавно слили 2 матча Чикаго. Но у меня есть такое чувство, что за эти 1,5 года по контракту с акулами, там тоже 2 миллиона, кстати, Клим успеет сыграться с парнями, да и уже, по-моему, сыгрывается. Если ему дадут время поиграть в первом звене с 2 лучшими бомбардирами команды, Костин обойдет их обоих. Контракт хороший, мотивация отличная, старт карьеры в стане акул положен, если рассматривать личную статистику, так точно. Поэтому я ставлю на то, что Костин в следующем сезоне выбьет 40 плюс очков за регулярку и
заткнет хейтерам рты. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал в Ютубе, в Телеграме и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.